Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Добро пожаловать на мой канал Оля говорит. Сегодня Оля говорит в монологе. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить моего первого вообще в жизни спонсора на YouTube. Эту девушку прекрасную зовут Елена. Я считаю, что сегодня день рождения моего спонсорства на канале. Поэтому я приготовила праздничное стихотворение, которое я посвящаю кому? Конечно же, Елене. Итак, вы готовы его заслушать? В твой прекрасный день рождения сил, здоровья, вдохновения, доброты, любви, достатка, чтобы все было в порядке. Будь красивый, эксцентричный, позитивный, энергичный. Не печалься никогда, будь любимую всегда. Если вы думаете, что это все, нет, еще есть третий куплет. Пусть мечты твои свершатся, и на пляже поваляться, славно жить и не тужить, в счастье верить и любить. Итак, дорогие друзья, праздничные аплодисменты! Все, Елена, это все для Елены. На самом деле, я поняла то, что сейчас такая ситуация на моем канале, что если вы заходите на него с телефона, то вы не видите волшебную кнопочку «Спонсировать». Либо если у вас на английском языке, то это называется «Join». Кстати, не знаю почему, потому что «Join» переводится как «присоединиться». Видимо, присоединиться к тусовке и стать... Значит, вторая новость, помимо того, что у меня появился спонсор, у меня появился ковид. В связи с тем, что я с гипсом, я, без штанов ездила на перевязке. То есть у меня была просто ночнушка, я сверху одевала пуховик, а штаны не одевала, потому что мне казалось, что это такая мелочь. И мне показалось абсолютно закономерным, нормальным, правильным и естественным то, что я простудилась. И у меня начался какой-то там кашель, какая-то там температура. Это все мне казалось, естественно, нормально, да. И ко мне уже приходило, по-моему, то ли двое, то ли трое. 2 раза уже точно приходили врачи. И сейчас, когда я начала снимать свой видос, я сняла ровно 5 минут, и пришли врачи. Вот здесь они, вот здесь. Они такие: ой, надеюсь, мы в кадр не попадем. Ой. Конечно же, вы попали в кадр. У меня все запечатлено. Такие не очень мне понравились врачи, потому что я их спросила, доплачивают ли им за вредность, они мне ничего не ответили. Значит, они в кого превратились? В людей, которые меня отвергают. Все, травма отверженности, грусть, тоска, печаль и все в этом духе. Так, у меня есть список того, что я хотела сказать, потому что я понимаю, что у меня заканчиваются немножко темы. Про ковид я вам сказала. Про симптомы, если кого-то интересует, то кашель. Сейчас я покашлю, покажу, как это звучит. Потому что меня спрашивают, сухой у меня кашель, мокрый у меня кашель. А хуй знает, какой у меня кашель. Потому что мокрота у меня никакая не отходит, а кашель такой, что... Вот такой примерно. Сейчас посмотрите, правильно ли я изобразила. Сейчас что-то не получается, но он такой, знаете, отсюда откуда-то идет. Помимо этого у меня ходит заболевшая мама. У нее какие симптомы? У нее температура какая-то была пару дней. У меня тоже была температура пару дней. Как она говорила, у нее ломит кости, но сейчас, когда пришли врачи и спросили у мамы, какие симптомы, я сказала, ломит кости, она такая: у меня уже не ломит кости, нет, это уже не ломит кости. Еще я хочу сказать, что меня заебал гипс. Просто, правда, заебал. Но, дорогие друзья, сейчас, из-за того, что у меня ковид, а мне надо снимать швы через неделю с гипса. В смысле, не с гипса, а под гипсом. Но после того, как я сниму швы, я буду продолжать носить гипс еще, 6 недель. То есть снятие швов, это не значит снятие гипса, к сожалению.
Вот, и я так поняла, ну, точнее, не я так поняла, а нам нельзя выходить никуда на улицу, надо сидеть на изоляции. Ну, я и так на ней сижу, поэтому я, в принципе, очень довольна, то, что у меня с гипсом вся история совпала с ковидом, трали-вали. Ну, то есть я и так никуда не выхожу не из-за того, что я боюсь там кого-то заразить или еще что-то, а потому что у меня гипс. Вот, кстати, насчет социального мониторинга. Они мне, короче, сфоткали и сказали, что социальный мониторинг, значит, будет проводиться. А я хотела сказать, что еще где-то в марте, в апреле, когда все это началось, я видела в Пятерочке, повесили телек, и видно всех, кто заходит. И мне очень интересно, к чему этот телек повесили, чтобы меня контролировать, потому что я до последнего отпиралась и говорила, что не надо мне никакого социального мониторинга, не надо меня фотографировать, но они все равно сфотографировали. Вот, тут еще стоит вот такое средство, написано «средство для стекол», но на самом деле там не средство для стекол, мама его... Там чуть-чуть оставалось средство для стекол, мама его отбрызгала там по стеклам и чуть-чуть их протерла. Вот. А здесь находится на донышке, значит, спирт на 50% разбавленный с хлоргексидином. И этой вот хуйней надо обрабатывать гипс, точнее не гипс, а там с одной стороны у меня гипс, а с другой стороны просто бинты. Вот, и надо обрабатывать место, где шов, чтобы он подсыхал быстрее. Вот такая вот интересная, такое интересное лечение. Вот. Еще раз хочу сказать, что у меня на канале появилась возможность быть спонсором. И Елене, поскольку мы общаемся еще в WhatsApp, помимо комментариев на YouTube, то есть мы еще общаемся в WhatsApp, ну вообще так-то мы лично знакомы. Вот, значит, она написала, что у нее не видно это на YouTube. Ой, с телефона. То есть она зашла с компьютера, и только тогда ей стала доступна, ну, эта функция. Я не знаю, почему так, но вот, тем не менее, это так. Ей очень понравились названия, которые я придумала. Ну, во всяком случае, она смеялась, из чего я сделала вывод, что ей понравилось. Вот, понравились названия, которые я придумала для категорий, там несколько категорий по, так сказать, спонсированию. Вот. Ну, если вам интересно, зайдите, посмотрите, потому что они такие смешные, я старалась их сделать несколько ироничными. Дорогие друзья, прошло 8 минут, я сказала все, что, наверное, могла сказать. Вот, у меня абсолютно, я не знаю, что еще сказать. Значит, давайте так, это же видео выйдет после того видео, которое про Америку. Если вы не посмотрели, посмотрите, пожалуйста, видос про Америку. И скажите, интересны ли вам видосы про мои путешествия. Причем все мои путешествия носят такой характер из серии 100 лет назад. Вот в 2009 году я ездила в Америку. Не знаю, кому это интересно, но maybe кому-то интересно. Вот, еще из новостей, ну, таких неоднозначных, мне сегодня написала женщина и спросила, смогу ли я заниматься английским с ее ребенком. Вот, у нас была некоторая переписка, меня спросили стоимость, я озвучила стоимость, потом еще что-то, и женщина, девушка затихла, больше не стала мне ничего писать. Вот, я ей сказала, что я готова заниматься только онлайн по авторской методике. Вот, ну вот, и она исчезла. И мне это, конечно же, тоже не понравилось, потому что почему, если мне кто-то не отвечает, у меня травма отверженности, покинутости, грусть, тоска, печаль, жалость к себе, самобичевание, я никому не нужна, тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, тра-т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 а. Вот, именно так это происходит. Вот. Я сварила морсик, мама купила еще давно ягоды. Ягода малина нас к себе манила, ягода малина летом в гости звала. Лара-лара-ла-ла, лара-лара-ла-ла, лара-лара-ла-ла. Что-то не то. Ой, извиняюсь. Так, ягода малина нас к себе манила.
Ягода малина летом в гости звала. Что-то я не помню следующие слова. Лара-лара-лара, ла-ла-ла-ла-ла. Ну, что-то вот типа такого. Да, ягоду малину. Сейчас у господина Хабиба вышла песня «Малинка». Я ее знаю, потому что я слушаю Like FM. Вот, и там что-то «Ты моя малинка», там что-то «Малинка», «Калинка», «Малинка». Так, уже 10 минут, да, составляет видео. Я сделала себе сегодня такой легкий макияж. Давайте пройдемся. Кому интересно, видите, такой макияж без макияжа. Ну, конечно же, это блеск для губ. Первое, что бросается в глаза, как мне кажется. Здесь у меня находится хайлайт, здесь находится хайлайт, здесь находится хайлайт, здесь находится хайлайт. Здесь я немножко подрисовала себе бровки. Ну что же, здесь немножко корректор. Вот здесь вот странный похуже получилось, конечно. Ну и тональный кремчик, конечно, девочки. Вот я вам все быстро рассказала. Так что пользуйтесь, пожалуйста, моими креативными идеями в сфере макияжа в том числе. Девочки, вот. О, господи, меня очень расстраивает то, что у меня мало подписчиков. Очень меня это расстраивает. Я себе обозначила новую небольшую промежуточную цель. Когда у меня будет 1500 подписчиков, я смогу подать заявку к партнерке Air. Раз уж партнерка GTR Russia решила, что мой канал говно и не взяла меня под свою опеку, вот, я, значит, буду подавать тогда в партнерку Air, потому что там есть уже одна девушка-блогер, мнению которой я очень доверяю, ну, то есть она не тупая, и она бы кому не пойдет, 200 раз проверит. Вот, ну, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Офигеть, у меня видос 12 минут, я не знаю, что сказать. Я буду петь тогда. Ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Да, кстати, если у вас есть какие-то предложения по поводу песен, в принципе, присылайте, я могу даже спеть, что не спеть-то, рассказать нечего. Песня какая? Вот, сейчас. Вот это. Не улетай, Лиза, не исчезай. Много Лиза. Милая моя. Блин, что такое со слухом у меня? Знаете, как это, коронавирус, у вас нет потери слуха, обоняния? Ой, потери обоняния и вкуса. А у меня, походу, потеря слуха. Ну-ка. Ночь за окном непроглядная, где же ты, моя ненаглядная? Сердцу дорогая и странная, не со мною ты, не со мной. Что-то там твоих не забуду я. Глупая судьба моя глупая, за тобой пойду, за тобой. Все вместе. Милая моя далеко, сердцу без любви нелегко, за собою зовет меня. Милая моя долгожданная, ясною звездой на заре, песнею дождя по весне, за тобой пойду, любимая моя. Да, эта песня, конечно, конкретно сбила мне дыхание. Ага, потому что диафрагмальное дыхание, сука, я до сих пор так и не освоила. Как, блядь, там петь каким-то животом, я хуй знает. Дорогие друзья, вот, давайте дотянем сейчас до 15 минут. В это время важное скажем, что не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Тин-тин-тин-тин. Ну или дизлайки. Тин-т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 ин. Залайкайте меня, задизлайкайте меня. Вот.
Что еще там? Подписывайтесь на каналчик, на мой замечательный Оля говорит. Если раньше вы не хотели подписываться на канал, я красивая и умна, но немного психбольна, то теперь что вам мешает? Что? Ничего, так что у вас нет вариантов, подписывайтесь. Вот, нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Понимаете, такой контент, его нельзя пропускать. Вот, что еще вам сказать, дорогие друзья? Ну все, до скорых встреч. Мамочка кричит. Мамочка, слышите, кричит? Петь мне не дает. Я в прямом эфире, она: ты лекарство пила? Ты лекарство пила? Еще 200 раз спроси. Все, до свидания, дорогие друзья.